Животные порой ведут себя просто невероятно, и история о бездомном коте по имени Суши это наглядно доказывает. Все началось в одном небольшом городке, где находилась рыбная лавка Джо, доброго мужчины, известного в округе своим общительным характером и качественной рыбой. Он уже много лет торговал отборной рыбой, и каждый день к нему приходили постоянные покупатели, которые оставляли в его магазине не только деньги, но и свои самые теплые слова. Как ни удивительно, но даже среди богатства повседневной суеты его жизни находилось место для удивительных случайностей. Однажды Джо заметил небольшого бездомного котика, который обосновался рядом с его лавкой, выбирая место, откуда было удобно наблюдать за происходящим. Кот сидел, потирая уши о свои лапы, и с любопытством следил за людьми, входившими и выходившими, с пакетами свежей рыбы в руках. Его глаза были полны надежды, но в то же время и грусти. Маленькое существо явно искало и мечтало о чем-то большем. Он останавливался на каждом шаге, когда кто-то проходил мимо, словно ждя хоть капли внимания, которое мог бы подарить ему добрый человек. Прошел день за днем, а котик все время оставался верным наблюдателем возле лавки. Джо чувствовал его присутствие, но по каким-то причинам не обращал на него особого внимания. Однако однажды утром, когда магазин открывался, случилось нечто удивительное. Суши пришел с ясной целью. В его зубах был маленький листик дерева, как будто это было самое ценное, что он смог найти. Он поразительно подбежал к Джо и, положив свой платеж прямо на прилавок, явно так и мечтал заиметь что-то из заслуженного меню. Джо, смеясь, взглянул на удивительную находку и на кота, который выглядел серьезным. В его глазах читалось намерение заплатить за рыбу, и, как ни странно, в этот момент что-то щелкнуло в уме Джо. Ему стало ясно, что котик наблюдал за покупателями и, судя по всему, думал, что лист дерева может служить эквивалентом денег. Эта находчивость поразила Джо. Как же он мог отказать этому уму, даже если кот был бездомным? Сильно тронутый, Джо отрезал небольшой кусочек рыбы и положил его перед Суши. В тот момент, когда кот окутал лакомство своим взглядом, он расплылся в улыбке и, взяв его в зубы, рванулся к ближайшему углу. Так началась невероятная дружба между Джо и Суши, которая с каждым днем только крепла. Каждый раз, когда кот приходил в магазин, он приносил Джо новый листик, а тот, в свою очередь, радостно передавал ему кусочек рыбы. Эта забавная рутинка обожания завела целую клубу тире между двумя существами, которые стали настоящими друзьями. Вскоре Джо даже купил для своего нового друга маленькую чашку, в которую ежедневно ставил свежую воду. Он также оставлял небольшой кусок рыбы на входе в лавку, чтобы Суши мог вернуться, как только захочет. Каждый раз, когда Джо приходил на работу, он с нетерпением ждал своего пушистого друга. Но однажды, в непростой и загруженный день, он обратил внимание, что кусочек рыбки остался нетронутым. Его сердце забилось с волнением, когда он понял, что Суши не пришел, а забота о коте становилась все более невыносимой. Джо заранее принял решение прогуляться вокруг, проверяя места, где мог бы найти своего друга.
Он прошел по привычным местам. Но суши не было. В дальнейшем, отчаявшись, он сел за руль своего автомобиля с намерением осмотреть весь округ. На часах уже была ночь, когда он заметил небольшую горку шерсти на обочине. Подъехав ближе, он различил, что это был его оскорбленный питомец, который лежал, свернувшись калачиком, сильно раненный и едва дышащий. С ужасом Джо увидел, как Суши с трудом дергался от боли. Мужчина не растерялся. Он аккуратно поднял его и положил в свою куртку, почти разрываясь на глазах. Срочно узнав адрес ближайшей ветеринарной клиники, он помчался туда, но, к своему глубокому огорчению, выяснил, что она уже закрыта. Джо, почти теряя надежду, стучал в двери, уныло смотря вокруг, не зная, как ему помочь. Рядом стояли его знакомые, которые, к счастью, посоветовали ему круглосуточную ветеринарную службу. Бросив все силы, он мчался туда, его сердце колотилось от волнения. По пути он проклинал все на свете, думая о том, что у него не будет прощения, если Суши не доживет до этого момента. Когда он достиг ветеринарной клиники, медики молчаливо измеряли состояние кота. Поняв, что это экстренный случай, они сразу же приняли Джо и Суши без очереди. Им потребовалось немного времени, чтобы оценить повреждения и установить, что у его кота сломано несколько ребер, одно из них пробило легкое. Это именно объясняло, почему его друг так мучительно дышал и страдал от боли. Ветеринары, поликующие раны, провели срочную операцию. После их вмешательства один из врачей рассказал Джо, что теперь он должен идти домой без своего друга, который останется под наблюдением в клинике. Им пришлось сообщить, что риск гибели велик, но если Суши переживет ночь, у него будут шансы на выздоровление. На следующий день Джо, полон переживаний, попросил родственника занять его место в лавке, чтобы он мог найти успокоение, сидя возле Суши. К вечеру ветеринар снова обрадовал его. Котик выжил, но состояние оставалось тяжелым. Каждый день Джо приходил в клинику, его сердце радовало, когда питомец путал нечто похожее на счастье. Суббота справила столько радости, сколько он не испытывал, когда каждый раз приносил корм. Теплота и натуральное желание кота, их совместная история скрепили их связь. На третий день медики разрешили Суши есть мягкую пищу. Джо, обрадовавшись этому, принес ему куски самой свежей рыбы из своей лавки, с нетерпением посмотрев, как его друг заглатывает пищу. Это была настоящая победа и надежда на лучшее. К концу недели ветеринары уверенно сказали, что Суши наконец может вернуться домой, но у него не было своего уголка. Клиника приняла решение отправить его в ближайший приют для бездомных животных, но Джо уже не мог отпустить своего маленького друга, который так сильно привязался к нему. Он решился забрать Суши к себе. Это превратилось в новую главу их совместной жизни. Их романтическая привязанность только крепла. Суши оказался в уютном доме, где у него была пищевая тарелка, новая игрушка и территория, которую он мог исследовать. Джо не пожалел средств на игрушки. Мячики, резинки, рыбки. Все это становилось частью их новой дружбы. Но наиболее удачной находкой
стал тот самый листик, с которого все начиналось. Они вдвоем провели много часов, играя и изучая окрестности, наполняя свои будни множеством смеха и радости. Эта девочка-дружба между Джо и Суши стала символом любви и преданности, и они были связаны не только вместе, но стали настоящей семьей. Джо так и не забудет, как новая жизнь волнует. История, начавшаяся с безмолвного наблюдения за миром, превратилась в самую настоящую дружбу, и они оба стали счастливы вместе, радуясь каждому новому дню вместе.